Друзья, сегодня уже не секрет, что онлайн-кинотеатров становится все больше и больше с каждым днем. Все это очень популярно, поэтому в этом видео я бы хотел вам рассказать о самом крупном и масштабном приложении для Smart TV, и это Кинопоиск. Итак, на своем личном примере я расскажу вам о приложении Кинопоиск на Smart TV и покажу, как его установить на своем телевизоре. В моем случае на обычном дешевом китайском смарт-телеке на 8-м андроиде. Итак, установка Кинопоиска на Smart TV. Что ж, сперва необходимо открыть на вашем смарт-телевизоре приложение Play Market. Это площадка с кучей всяких приложений, и уже потом через поиск или среди рекомендаций выбрать приложение Кинопоиск. Далее нажать на него и установить на вашем телевизоре. Когда приложение установлено, если вам неудобно искать его в списке уже различных ваших приложений, то можно переместить его на первое место, просто перетащив нажатием клавиши ОК или альтернативной клавиши на вашем пульте, и потом просто перетащите в начале списка. И, кстати, чуть не забыл сказать, кроме обычного скачивания с Play Market, в случае, если у вас дома нет Smart TV, а есть обычный, например, телевизор на даче, то можно смотреть фильмы и сериалы в Кинопоиске при помощи Яндекс.Модуля или Яндекс.Станции, просто подключив их к своему телевизору через HDMI. Ну окей, ладно, вернемся к теме нашего видео. Итак, запускаем с вами Кинопоиск, и первым делом нам необходимо разобраться с подписками. Если у вас так вышло, что нет подписки Яндекс Плюс, ее можно активировать прямо через приложение Кинопоиска. Также, если у вас нет активного аккаунта, то можно воспользоваться пробным периодом подписки на 1 месяц бесплатно. Она включает в себя не только Кинопоиск, но и все остальные сервисы Яндекса. Можно получать кэшбэк, совершать покупки в Кинопоиске, музыка, такси, маркет и так далее. Чтобы оформить подписку, можно нажать на кнопку плюса «Пока нет» и далее выбрать «Попробовать». Теперь едем далее, и вам необходимо пройти процедуру авторизации. Для этого не нужно вводить учетные данные на вашем телевизоре, достаточно просто иметь смартфон или планшет у вас под руками, в котором уже произведен вход в нужный вам аккаунт Яндекса. Есть два способа авторизации. Смотрите, это отсканировать QR-код на экране телевизора, и есть также, например, вариант ввести код по ссылке, указанной на вашем же экране телевизора. Я обычно использую просто QR-коды. Для этого необходимо отсканировать картинку при помощи смартфона, на котором уже заранее имеется приложение Яндекс, и выполнен вход в ваш аккаунт. В целом, чтобы отсканировать код, можно воспользоваться любым приложением для чтения QR-кодов или просто камерой смартфона. Уже сразу, спустя буквально 1 секунду, отображается на телефоне ссылка. Далее нажимаем на эту ссылку, которая переводит в приложение Яндекса. Потом уже открывается ваш профиль, делаете свайп пальцем на экране, и открывается уже ранее вами созданный аккаунт. Вся информация из аккаунта синхронизируется, и Кинопоиск запускается на вашем Smart TV. И что касательно второго варианта авторизации, то он чуть сложнее, хотя, если честно, я бы так, наверное, не сказал. На экране ТВ просто отображается 10-значный код, его нужно ввести на смартфоне или ноутбуке, планшете, одним словом, на любом устройстве, где имеется ваш аккаунт Яндекса. Код можно ввести, перейдя по ссылке, указанной на экране вашего телевизора. В моем случае это ссылка yandex.ru/activate. Все это особо не сложно. А теперь у нас, друзья, обзор Кинопоиска. Итак, сразу после запуска приложения видим с вами начальную страницу. Слева у нас идет такое себе вертикальное меню, и в нем есть следующие пункты. Значит, поехали. Это меню поиск, далее мое кино, телеканалы, магазин, буду смотреть, покупки, спорт, музыка, чуть ниже детский режим и настройки аккаунта. Если вкратце, в разделе поиск можно осуществлять поиск фильмов и сериалов. Далее в разделе мое кино, в этом разделе находятся рекомендации и те фильмы и сериалы, что вы смотрели однажды или не досмотрели, скажем, до конца. В телеканалах теперь у нас, понятное дело, телеканалы, и, кстати, их очень немало, и все показывают в отличном качестве. Меню магазин, в нем можно посмотреть, какие новые фильмы и сериалы уже можно приобрести в Кинопоиске, и в «Буду смотреть» показаны фильмы, выбранные вами для просмотра на будущее, то есть это, скажем так, плейлисты с фильмами и так далее. А уже в меню покупки речь идет о купленных вами фильмах и сериалах. Ну и в конце у нас идет раздел «Спорт», и тут, понятное дело, отражены авторские спортивные программы, а также прямые трансляции спортивных соревнований. В общем, там есть все, что связано со спортивными событиями в полном объеме. Ну и у нас еще в конце остается раздел «Музыка», и там можно найти, то есть Яндекс.Музыку, и все ваши плейлисты в нем тоже присутствуют. Ну а теперь хотелось бы немножко вам рассказать о полезных и прикольных фичах Кинопоиска, и начну, наверное, с озвучки. Для меня лично это очень важно. Сейчас большое количество людей не готовы смотреть «Теорию большого взрыва», например, без смешных озвучек, там «Кураж Бомбей» или «Силиконовую долину» без фирменных шуток «Кубик в кубе». Поэтому в Кинопоиске имеется несколько
несколько дорожек с разным переводом, в том числе и 18+, для таких сериалов. Кроме того, если вы учите английский язык или там корейский и любите смотреть зарубежные фильмы и сериалы в оригинале, то многие фильмы тоже имеют оригинальную дорожку с субтитрами, и даже дорамы можно смотреть прямо на корейском. Еще я бы хотел отметить для вас интеллектуальные возможности Кинопоиска, а именно есть интересная функция распознавания актеров в кадре при помощи Deep Dive. Достаточно всего лишь при просмотре нажать на паузу, и во всплывающем окне появятся имена персонажей и актеров. Это весьма полезная функция. Еще весьма удобно лично для меня это возможность пропускать начальную заставку, то есть те самые первые титры в начале фильма на 2-3 минуты, от которых порой очень скучно мне лично становится. Еще я бы отметил, конечно, наличие в Кинопоиске музыкального раздела. Это по сути тот же Яндекс.Музыка с вашими любимыми треками и плейлистами. Поэтому если вы собрались, скажем, дома послушать музыку и под рукой у вас нет Яндекс.Колонки или Яндекс.Станции или смартфоны ваши чем-то заняты, то можно просто слушать музыку прямо с телевизора. При наличии нормального сабвуфера дома будет весьма достойная замена музыкальному центру. Плюс к этому в Кинопоиске действует функция распознавания музыки в кадре фильма, и после распознавания можно сразу включить эту музыку в одноименном разделе «Музыка» и добавить в ваш плейлист. Кстати, в мобильном приложении для смартфонов и планшетов смотреть фильмы и сериалы можно даже при отсутствии интернета. Например, скажем, там скачать фильмы и сериалы у вас дома и уже потом смотреть их в любом месте, где вам удобно без интернета. Например, это в метро, в самолете, на море и так далее, там на даче. В общем, загружать можно эпизоды сериалов и купленные фильмы без проблем. Детский аккаунт тут тоже имеется в Кинопоиске, и этому хотелось бы вам уделить особое внимание. Пользователь Кинопоиска может создать один из нескольких детских профилей. Для этого нужно указать имя вашего ребенка, выставить там возрастные ограничения, еще можно указать пол ребенка, дату рождения, и с этими данными рекомендаций Кинопоиска сразу же вам выдают необходимые, то есть соответствующие мультики, там мультфильмы для ваших детей, и это очень удобно. То есть детский режим уже доступен на телевизорах LG, Samsung, в Android TV, Apple TV, PlayStation 5, а также на сайте и мобильных приложениях на платформах iOS и Android. В общем, раньше я пользовался другими медиаплеерами и домашними кинотеатрами, и при этом еще пользовался Яндекс.Такси, делал покупки в маркете, и у меня даже есть Яндекс.Станция. Но все это время я даже не знал действительно, что существует Кинопоиск на Smart TV, и все это мне было доступно по подписке Яндекс+. Очень странно, конечно, прозвучит, но если бы я не снял это видео, то так и не узнал бы про существование Кинопоиска. Точнее, я знал, что он существует и слышал о нем, но не знал, что он входит в подписку Яндекс+. И все это время я мог бы пользоваться им и не тратить кэш на остальные там онлайн кинотеатры. Вот такие дела. В общем, на этом у меня все, друзья. Надеюсь, вам было интересно это видео. Увидимся с вами уже очень скоро. Не прощаемся. Всем удачи. Пока-пока.